Салют! Едва появившись, оружие компоновки Bullpup стало яблоком раздора среди экспертов. Сторонники видят за ней будущее стрелковки. Противники считают малопригодной для создания военных образцов. За последние годы две страны, Франция и Новая Зеландия, объявили о намерении заменить стоящие на вооружении Bullpup FAMAS и Steyr AUG автоматами традиционной компоновки, что дает повод еще раз рассмотреть перспективы концепции. Под схемой Bullpup понимают стрелковое оружие, в котором магазин, казенная часть ствола и ударно-спусковой механизм находятся позади рукоятки управления огнем. Термин Bullpup, вероятно, происходит от английского Bulldog Puppy – щенок бульдога. Оружие такой компоновки получается на 20-25 см короче традиционных аналогов и выглядит немного курносым. На вооружении современных армий штурмовые винтовки, автоматы схемы Bullpup появились в 70-х годах, но первые образцы создавались еще в начале 20 века. В 1901 году некий англичанин предложил кавалерийский карабин, где магазин с патронами размещался в шейке приклада, а затвор при перезарядке двигался выше гребня приклада. Благодаря этому карабин при стволе в 70 см имел общую длину чуть меньше метра. Для сравнения, длина штатного кавалерийского карабина Lee Enfield 1894 года с полуметровым стволом составляла 101 см. Расплатой за необычный дизайн стало уменьшение емкости магазина с 10 до 5 патронов, а также весьма неудобная перезарядка. Карабин Торнейкрофта так и остался экспериментальным образцом, как и прочие модели Bullpup первой половины 20 века. Начиная с 40-х годов со схемой Bullpup активно экспериментировали в США, Европе и СССР. У нас в 1944 году появился экспериментальный автомат Прилуцкого под новый патрон 7,62 на 39 мм. Англичане в 1951 году не только разработали, но и приняли на вооружение Bullpup винтовку EM-2 под патрон 7 на 43 мм. Проект был свернут под давлением США. Американцы добились принятия в армиях НАТО единого патрона 7,62 на 51 мм. Адаптировать EM-2 под этот мощный боеприпас не удалось. По-настоящему Bullpup выстрелили в конце 70-х. В 1977 году Министерство обороны Австрии приняло на вооружение штурмовую винтовку Steyr AUG. Ее массовый выпуск продолжается до сих пор. Почти одновременно французские военные получили автомат FAMAS F1. Оба образца скомпонованы по схеме Bullpup и отличаются необычным футуристическим дизайном, но именно AUG называют автоматом, опередившим свое время. Австрийцы одними из первых внедрили на армейском оружии модульную конструкцию. Винтовка за несколько секунд разбирается на 5 основных блоков. Пластиковый корпус с пистолетной рукояткой, блок УСМ, почти полностью сделанный из пластика, затворную раму с затвором и ствольную коробку с быстросъемным стволом. Вместо привычной мушки и целика на первых моделях Steyr AUG стоял полуторакратный оптический прицел Сваровски. На поздних версиях его заменили планкой Пикатини. Замена стандартного ствола на более тяжелый и длинный превращала автомат в снайперскую винтовку или легкий пулемет. Хотя некоторые эксперты считают, что ни полноценной снайперки, ни ручного пулемета из AUG так и не вышло. Инновационность конструкции, дизайн и хорошие боевые качества обеспечили австрийской винтовке неплохой экспортный потенциал. Сейчас Steyr AUG используется подразделениями более 40 стран и довольно популярен на рынке гражданского оружия. Французский FAMAS повезло меньше. Ее конструкцию с полусвободным затвором эксперты считают не очень удачной. Саму винтовку недостаточно надежной и капризной в отношении боеприпасов. Экспортный потенциал автомата оказался низким. В итоге французы выпустили около 400 тысяч экземпляров FAMAS и в 90-х свернули производство.
Сейчас Минобороны Пятой Республики планирует заменить ФАМАС оружием традиционной компоновки. Схожая судьба у британской Л-85. К середине 80-х англичане все-таки приняли на вооружение штурмовую винтовку в компоновке Bullpup. За основу при разработке взяли малораспространенную винтовку AR-18 американской компании Armalite, создатель AR-15 и М-16. Схема AR-18 считается довольно удачной, но у английского автомата вылез сразу целый букет проблем. Неточная подача патронов, низкая надежность и ресурс отдельных узлов. Большая масса и так называемый задний баланс оружия. В 2000 году немецкая компания Höckler & Koch модернизировала примерно 2/3 выпущенных к этому времени Л-85. Они получили название Л-85А2. Отзывы о применении этого оружия противоречивы. Некоторые эксперты считают Л-85 бесперспективной системой. Не меньше десятка Bullpup автоматов было создано в СССР в 40-80-х годах. Экспериментальный автомат Коровино, автомат Коробова ТКБ-408. Последний участвовал в конкурсе на 7,62 мм автомат для советской армии, но неудачно. В начале 60-х Коробов предложил еще два образца – ТКБ-022 и ТКБ-059. ТКБ-022 оказался смелой конструкцией. Корпус из пластмассы с металлическими вставками. Стрелянная гильза выбрасывалась вперед через специальную трубку. Затвор перемещался в вертикальной плоскости. При равной длине ствола ТКБ-022 оказался на 11,5 см короче АК-МС со сложным прикладом. При этом баланс ТКБ-022 был чрезмерно смещен назад. Магазин с патронами крепился в самом конце ствольной коробки приклада. Советских военных автомат не впечатлил. Конструкция ТКБ-059 была еще смелее и бесперспективнее. Трехствольный автомат залпового огня со смещенным импульсом отдачи. Первые 2 или 3 выстрела происходят прежде, чем затворная группа бьет о заднюю часть ствольной коробки, и стрелок ощущает отдачу. Огонь из ТКБ-059 велся либо очередями, либо залпами по 3 выстрела. Серия Bullpup'ов появилась на свет в 80-х годах в рамках проекта Абакан по поиску оружия на замену автомату Калашникова. Автоматы Никонова НА-2 и НА-4, автомат Стечкина ТКБ-0146, все со смещенным импульсом отдачи. Как известно, в конкурсе Абакан победило оружие традиционной компоновки – автомат Никонова АН-94. В конце 90-х российские военные получили автоматно-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза», но популярности он не снискал. По сути, единственное достоинство у Bullpup'а – его компактность, возможность иметь полноценный автомат с размерами пистолета-пулемета. Недостатков у схемы значительно больше, хотя многие из них спорны. Главная претензия – выброс гильз непосредственно у лица стрелка, что мешает стрелять с левой руки. Проблема решается либо выводом стрелянных гильз вперед-вниз FN 2000, либо установкой у окна выбрасывателя специального отбойника, гильза-улавливателя. Эти детали популярны в качестве тюнинга к гражданским версиям Steyr-AUG. Но само расположение патронника непосредственно у лица стрелка является фактором риска. Ведь при взрыве патрона такое редко, но случается. Риск получить травму или увечье значительно больше. Еще один сомнительный аргумент против Bullpup'а – неудобство перезарядки. Пользователи Bullpup систем утверждают, что сменить магазин без отрыва оружия от плеча или в положении лежа сложнее, чем на системах традиционной компоновки. Эргономика Bullpup'ов с их длинным, нерегулируемым прикладом и задним балансом может стать проблемой для стрелков невысокого роста или с короткими руками. Вообще, регулируемый приклад, позволяющий подогнать оружие под конкретного бойца с учетом его анатомии, оружия и снаряжения, один из главных трендов в развитии индивидуального стрелкового оружия. Bullpup эту возможность исключает. Возможно, поэтому оружие этой схеме не так популярно у бойцов спецподразделений, особенно тех, кому приходится часто применять свои навыки на практике.
Так, американцы предпочитают оружие с коротким стволом и худшей баллистикой, но максимально удобной эргономикой. Российские силовики тоже используют автоматы и пистолет-пулеметы традиционной компоновки. Зато силовые структуры небольших невоюющих стран – Малайзия, Сингапур, Тунис – часто берут на вооружение модные буллпапы в качестве элемента престижа. Кстати, весьма показательно, что винтовки схемы Bullpup почти не используются участниками соревнований по практической стрельбе, где очень ценится эргономика оружия. Среди крупнейших армий мира активно внедряет схему Bullpup Китай. В начале 80-х компания Norinco представила автомат Type 86S, по сути, неказистый Bullpup вариант автомата Калашникова. Сегодня КНР вооружает своих солдат более изящными QBZ-95 и QBZ-97, в конструкции которых прослеживается влияние винтовки Драгунова. Тему Bullpup развивает Австралия. Здесь на вооружении клон австрийский Steyr AUG под названием Sales EF88 F90. Израиль в 2004 году начал перевооружать своих солдат автоматами Bullpup TAR-21 Tabor. Цифра 21 в названии указывала на то, что это оружие нового века. Это оружие сейчас активно продвигается на военном и гражданском рынках. Так, известный американский стрелок Джереми Кулик один из своих рекордов по скоростной стрельбе установил именно с израильским автоматом. Тюнингованный Тейвор использовался в съемках сериала «Голодные игры». На рубеже веков оружейники всего мира выпустили новые версии винтовок Bullpup, которые позиционировались как оружие 21 века. Бельгийский FN 2000, сингапурский SAR-21, южноафриканский Вектор CR-21. Их общая черта – широкое применение пластика в конструкции, футуристический дизайн и использование интегрированных оптических или коллиматорных прицелов. Зато внутреннее устройство могло быть вполне традиционным. Так, Вектор CR-21 – не что иное, как упакованная в пластиковый корпус винтовка R4, лицензионная копия израильской Гелел, сделанная на основе советского АК. Кстати, в начале 21 века было немало попыток обулпапить автомат Калашникова. Коммерческие компании и конструкторские бюро создавали Bullpup-комплекты для армейских и гражданских версий АК. Простейшие варианты предполагали крепление на крышке ствольной коробки специального затыльника, установку в ней прокладки под щеку, модернизацию УСМ и прицельных приспособлений. В более сложных вариантах ствольная коробка и ствол АК упаковывались в составной пластиковый или алюминиевый корпус. Как правило, такие системы напрочь исключали быструю разборку оружия. А конкретно наша разборка закончилась. Мнение в комменты, дизы под видео, хейтеры лесом. Искусство войны.